Зуд в носу и постоянное чихание, несомненно, раздражают. Это расстраивает и может по-настоящему действовать на нервы, если это никак не проходит, и вы продолжаете чихать. Но когда Гарри узнал причину своего зуда, это поразило не только его, но и врачей. Чихание стало для Гарри обычным явлением. Где бы он ни находился, поблизости никто не чихал, и все это из-за того, что у него невероятно чесался нос. Он всегда списывал это на аллергию или, может быть, на лихорадку. Но, будучи упрямым человеком, отказывался обращаться по этому поводу к врачу. Он просто не хотел тратить чье-либо время на такие глупости. Кроме того, правда в том, что Гарри действительно не любил ходить к врачу. С детства. У него всегда был страх, и он изо всех сил старался переждать любые болезни, не обращая на них внимания. Но зуд и чихание продолжались. Но чем хуже становилось, тем больше Гарри игнорировал это. И в какой-то момент это стало для него нормой. Он, в общем-то, смирился с тем фактом, что ему придется жить с зудом в носу и постоянным чиханием. Но проблема Гарри начала сказываться на работе ресторана, где он работал. Он работал на кухне известного ресторана и целыми днями готовил для богатых и знаменитых людей, приезжавших в город. Конечно, одно из главных правил работы с продуктами питания заключается в том, что вы должны соблюдать максимально возможный уровень гигиены, чтобы не загрязнить и не испортить готовящиеся блюда. К сожалению, при таком зуде в носу и постоянном чихании вероятность попадания микробов в пищу была очень высока. Долгое время Гарри пытался скрыть тот факт, что он так сильно страдает. Но, к сожалению, становилось все более и более очевидно, что что-то не так. «У нас не было другого выбора, кроме как отправить его домой», сказал владелец ресторана. «Мы не могли допустить, чтобы на кухне был кто-то, кто мог бы подвергнуть риску клиентов. Мы посоветовали ему записаться на прием к врачу и все тщательно проверить, прежде чем он вернется на работу». Настал день приема у врача, и Гарри до смешного нервный прибыл в клинику. Пока он сидел в комнате ожидания, его мысли проносились с невероятной скоростью. Что с ним было не так? Почему у него так сильно чесался нос? Почему никто больше не чихал так сильно, как он? Наконец его вызвали, и он, нервничая, сел перед врачом, объясняя всю ситуацию. К счастью, доктор оказался добрым человеком, который изо всех сил старался успокоить Гарри. Он предложил заглянуть в нос и посмотреть, сможет ли он выявить какие-либо проблемы. Поэтому, используя свой специальный инструмент, он начал исследовать вход в носовой проход. Не было никаких явных признаков раздражения или чего-то подобного, объяснил врач. Обычно можно было ожидать увидеть там какой-нибудь посторонний предмет, который просто действовал бы как своего рода раздражитель и таким образом вызывал бы зуд, от которого страдал пациент. Но, насколько я мог судить, все выглядело нормально. Врач объяснил сильный зуд и чихание либо острой сенной лихорадкой, либо реакцией на не слишком чистый воздух. Он прописал Гарри сильнодействующий антигистаминный препарат и отправил его домой, сказав, что если состояние не улучшится, он может вернуться через неделю. Доктор и не подозревал, что истинная причина была шокирующей и поразительной, и ее нельзя было вылечить антигистаминными препаратами. Так что дела у Гарри совсем не улучшились. На самом деле, наоборот, они начали ухудшаться. Зуд и чихание не давали ему спать по ночам, что, в свою очередь, сказывалось на нем изо дня в день, поскольку он был постоянно истощен. Итак, неделю спустя он снова был в кабинете врача, такой же нервный, как и в первый раз. После повторного осмотра Гарри доктор почесал в затылке, но не потому, что обнаружил истинную причину, а потому, что все казалось подозрительно нормальным. Он даже позвал коллегу, чтобы тот осмотрел нос Гарри, но опять же ничего подозрительного обнаружить не удалось. Поэтому врачи решили провести более тщательный осмотр носа Гарри. Они не могли сделать это визуально,
так как носовой проход очень маленький, поэтому они назначили ему компьютерную томографию. Компьютерная томография — это сложный метод визуализации, используемый для получения детальных изображений внутренних органов. Если бы там было что-то подозрительное, это обнаружило бы сканирование. Когда он лежал на кровати, его поместили внутрь большого трубчатого устройства для компьютерной томографии, и процесс начался. Он должен был лежать совершенно неподвижно, и процесс не причинил ему ни малейшей боли. По мере того, как на экране начали четко отображаться снимки, лицо врача становилось все более и более шокированным, а глаза расширялись от недоверия. Сердце Гарри бешено колотилось, а желудок скрутило в узел. Что же такого он увидеть, что вызвало такую реакцию? Довольно скоро сканирование закончилось, и заметно дрожащий доктор отправил его домой, сказав, что результаты он получит через несколько дней. Итак, Гарри ушел все такой же раздраженный и чихающий, как и всегда. Все, что он мог сделать, это играть в игру ожидания, пока ему не позвонят и не сообщат о результатах. «У меня в голове возник образ лица врача», — сказал Гарри, вспоминая тот случай. «Я просто продолжал думать, что его испуганный взгляд не может быть хорошим знаком. Время ожидания действительно самое тяжелое. К счастью, только на следующий день ему позвонил врач, и через час Гарри сидел за столом напротив него. На лице доктора было озабоченное и в то же время озадаченное выражение, но после последнего просмотра результатов компьютерной томографии он глубоко вздохнул и сообщил о невероятных результатах. У Гарри глубоко в носовом проходе рос зуб. По мере роста зуба он начал щекотать мелкие волоски в носу, а также раздражать слизистую оболочку. К сожалению, он был слишком глубоким, чтобы врачи могли увидеть его визуально. Но именно это вызывало сильный зуд и частое чихание. Эта новость совершенно ошеломила Гарри и врачей. Зуб был не только на неправильном месте, но и рос вверх по направлению к черепу, а не вниз, и не выходил из десен, как обычно. Подобные вещи случаются крайне редко, но это не совсем неслыханно. К счастью, у врачей нашлось решение. Они могли бы хирургическим путем проникнуть в нос Гарри и аккуратно удалить зуб. Это было относительно простое решение, но результаты могли изменить его жизнь. На тот момент Гарри был готов вернуться к нормальной жизни. Зуд и чихание давали о себе знать, и он просто хотел, чтобы все это прекратилось. Итак, он согласился на операцию, не раздумывая ни секунды. И уже на следующий день все было кончено. Врачи удалили зуб и корень, длина которых в общей сложности составляла 13 миллиметров, прижгли лунку и все. Гарри вылечили. «К счастью, сейчас мне уже лучше», — улыбался Гарри. Несколько недель спустя врачи сказали мне, что они никогда не видели ничего более странного. И, честно говоря, я тоже. Это было похоже на что-то из книги ужасов, но чихание и зуд прекратились. Я смог выспаться, в чем так нуждался, и вернуться к работе. И вдобавок ко всему я даже преодолел свой страх перед визитом к врачу. Дорогие зрители, могли бы вы когда-нибудь предположить, что сильный зуд в носу был вызван появлением зуба в неправильном месте? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.